Всех приветствую на моем канале CryptoMoney Bro. Меня зовут Павел. Моя деятельность заключается в работе и, что самое главное, заработке на финансовых рынках. Год назад я увлекся криптовалютным рынком. В открытую демонстрирую свой реальный счет, на котором я открываю и закрываю позиции и зарабатываю на криптовалютах. В этом видео хочу сделать прогноз по биткоину, но перед этим также, чтобы помочь вам в работе со мной и чтобы для вас был более комфортный просмотр моих видео, хочу ответить на ваши вопросы и выбрать актуальную тему следующего прямого эфира. Поэтому прошу вас в комментариях написать ту тему, которая для вас будет наиболее актуальной на ближайшее время, на следующий прямой эфир. Первая тема – это новичок криптовалютного рынка. Вторая тема – это SFD контракты и работа в MetaTrader 4. И третья тема посвящена будет роботам, которые я запускаю на криптовалютных рынках, то есть автоматизированные торговые системы на криптовалюте. Ну а теперь самое интересное – это прогноз. Давайте перенесемся на график эфириума по отношению к доллару и проведем небольшой прогноз по эфиру на текущий момент и что от него ждать в ближайшем будущем. На текущий момент мы видим цену эфира за $581. При этом 3 сигнала мне указывают на то, что цена будет снижаться. И только один сигнал о том, что цена может подняться. На текущий момент среднее указывающее движение за 180 дней, за полгода находится в красной зоне. И цена находится ниже нее, что указывает на падение. Также среднее, которое указывает мне движение цены за 90 дней, находится в красной зоне и тоже указывает на падение. Здесь это мы можем видеть. И также мы находимся и закрепились в течение сегодняшнего дня ниже 50 уровня по уровням Фибоначчи от текущего роста. И один только сигнал – это то, что мы не можем полностью закрепиться ни одной свечой выше, вернее ниже уровня 38,2 от всего роста эфириума за весь срок. Поэтому на текущий момент 3 сигнала указывают мне на то, что цена будет снижаться. Первый уровень сопротивления находится на уровне $540. Также здесь находятся определенные линии поддержки. Поэтому ожидаю, что цена в ближайшее время все-таки будет находиться в таком боковом движении. В данном случае выделяю уровень $540, это уровень поддержки, нижний уровень, который мы можем касаться при движении вниз. Сверху выделяю уровень $650-660, при пробитии которого уровня, если цена закрепляется хотя бы на 1-2 дня, можно судить о дальнейшем его росте. К уровню уже следующему порядка $750. Выводы по эфириуму на сегодняшний-завтрашний, может быть послезавтрашний день. Цена находится в нисходящем импульсе. Можем достигнуть, ближайшая точка это $540. Если закрепляемся ниже нее, то можем устремиться к уровням самого минимума, которых мы достигали, $500. Если мы пробиваем их либо импульсом, либо цена закрепляется ниже него в виде консолидации определенной, то есть рынок будет находиться вот в таком вот уже нисходящем, набирающим объемы позиции, можем закрепиться и пробить этот уровень и устремиться к тем минимумам, которых мы достигали до этого. Первый уровень сопротивления будет $460, следующий уровень $380. Поэтому основной прогноз это то, что мы устремляемся ниже к уровню $540. Но обратите внимание, есть и альтернативный вариант развития событий. Мы можем повторить такую же историю, которая у нас происходила вот в этом кусочке. Может произойти такая ситуация, что индикатор, показывающий среднее движение цены за 90 дней, окажется в перекрашивании двойном, и только после этого цена устремится вниз. То есть на данной неделе ожидаю какие-то флотовые движения, либо касание и кусание, скажем так, нижней зоны в $540. А после этого тестирования возможно опять $630, где находится очень сильный уровень сопротивления. Если же пробиваемся, то альтернативный вариант развития, то есть мы можем каким-то образом закрепиться выше 61,8 и устремиться к следующему уровню, который находится на $750. Лично я при росте буду фиксировать свою прибыль по двум позициям, которые у меня стоят в покупку, на уровне $670, так как у меня там будет по двум позициям без убыток.
А по эфириуму все. Также хочу продемонстрировать вам промежуточные итоги работы робота на истории. Взял небольшой промежуток времени, подобрал на уровне интуиции параметры. Сейчас запущена оптимизация. Какие результаты у меня получились? При депозите в $5000 чистая прибыль за 3 месяца составила $1826. При этом максимальная просадка была около $1000. Остальные, скажем так, данные тоже здесь отображены сейчас ниже. Данные оптимизации проводятся на истории, то есть повторяются все движения цены за промежуток в 3 месяца в данном случае. Результат неплохой, считаю, это порядка 35% прибыли за 3 месяца при максимальной просадке в 20% от первоначального депозита. На текущий момент запущена оптимизация по данному роботу. Будет захвачена история в 1,5 года. Уйдет на это порядка 3 дней. После этого оглашу результаты и выберу наиболее оптимальные варианты настроек. Ну а на этом все. Хочу с вами попрощаться. Если видео понравилось, ставим лайк. Если не понравилось, то дизлайк. Желаю вам, как всегда, побольше позитива, добра и бабла.